Сегодня хочется о теме, которую мы в нашей студии уже поднимали, но немного под другим углом. Ну, хотя бы для того, чтобы наглядно показать, под каким углом на нее не смотри, все равно она нужна, важна и перспективна. Начнем с грустного. С того, насколько уверенно руководство Евросоюза сумело избавиться от импорта из России первичных энергетических ресурсов – угля, нефти и нефтепродуктов. А сейчас изо всех сил морщит лобик, дабы еще и природный газ во всех его видах ликвидировать. Нет, я не про политические причины, это не сегодня. И не про полученные Европой результаты. Это уже тоже неоднократно обсуждали и наверняка не раз еще вернемся. Мы отправляли в Европу миллионы тонн и миллиарды кубометров. Совместно с европейскими компаниями строили трубопроводы и подземные хранилища газа. Мы модернизировали с советских времен постройки нефтеперерабатывающих заводов на территории Восточной Европы, инвестируя миллиарды европейских и американских денег во взаимовыгодные проекты. Причем проекты порой действительно красивые с технической точки зрения. Закончена вся эта красота была мгновенно. Что-то украли, что-то взорвали, что-то где-то стали покупать втридорога, зубы терпеливо сцепив, потому что надо потерпеть, и Россия всенепременно рухнет, после чего настанет эпоха великой халявы. Бесплатный грабеж России в комплекте с резней всего нашего населения – европейская мечта последних 7-8 веков, мираж, который преследует их с короткими перерывами на временные победы здравого смысла. Мечтать о развале страны, которая на своем веку пережила Батыя и Чубайса, что может быть более нелепым? Но как факт, от присутствия России в угольной, нефтяной и газовой отраслях Европа избавляется в крайне сжатые сроки. Другое дело, что стой Европы будет на средние сроки и долгосроки. Вряд ли что-то хорошее. Но если тамошний электорат устраивает бытие в качестве колонии заморского сюзерена, то кто мы такие, чтобы этому возражать? Но при всем происходящем, за все десятилетие антироссийских рестрикций, вне их контура остается Росатом. Как импортировали страны Евросоюза нами обогащенное уран и ядерное топливо, так и импортируют. Как выполняют заказы Росатома по части оборудования наших зарубежных проектов, так и выполняют. Причину неоднократно озвучивал Рафаэль Гросси. Как бы мы к нему ни относились, глава МАГАТЭ остается главным авторитетом в атомной отрасли. Росатом опережает ближайших конкурентов на 1,5 десятка лет. Избавиться от необходимости сотрудничества с ним можно только общими усилиями коллективного Запада, если эти усилия будут продолжаться лет так 20, поскольку сам Росатом останавливаться в своем развитии и не думает. Росатом – государственная корпорация, напрямую минуя правительство, подчиненное президенту, поощряющая частные инициативы своих сотрудников, умело вплетая их в общую свою технологическую политику. Никакой, понимаешь, эффективной частной инициативы, а на выходе безостановочно растущая сфера технологического влияния России во всех странах, которые хотят не разговаривать о необходимости развития атомной энергетики, а развивать атомную энергетику. Противопоставить хоть что-то осмысленное комплексному подходу Росатома у Запада не получается, поскольку комплекс уж очень полон. Подготовка национального законодательства под требования закона о нераспространении ядерного оружия и под необходимость сотрудничества с МАГАТЭ, подготовка специалистов для будущих атомных проектов, строительство самих атомных энергоблоков при гарантии обеспечения топливом до конца срока эксплуатации, обмен опытом с местными строителями и машиностроителями, продуманные проекты завершения эксплуатации и вывода из эксплуатации, переработка облученного ядерного топлива, вовлечение местных специалистов в проекты не только в их странах, но и в дальнейших проектах. Никто ничего подобного в атомной отрасли предложить не в силах. Потому Западу остается только наблюдать за этой мирной экспансией, делая вид, что слова «нравится, не нравится, терпимая красавица» вовсе и не обидны, и даже не слышны. Нет, я сегодня даже не о Росатоме, хотя и хочется. Я сегодня о рецепте, который удивляет лаконичностью. Если мы хотим, чтобы на российские угольные, нефтяные и газовые компании не сыпались, как из рога изобилия, все новые и новые санкции, всего-то необходимо иметь такие технологии, такие комплексные предложения в адрес потенциальных партнеров, которые будут не на голову, а на пару корпусов опережать любые предложения со стороны конкурентов. Ну вот как раз в угольной, нефтяной и газовой отраслях мы с 1991 года наблюдали нечто прямо противоположное. 30 с гаком лет мы следовали по заскорузлому алгоритму. Сырье продадим, а все нужные технологии, любое необходимое оборудование в лучшем виде и лучшего качества просто купим и привезем. Если сами не знаем, что именно нам надо, купим экспертов и профессионалов, они за нас все и посчитают.
Продвижению этого распрекрасного лозунга способствовали и реформы РАО ЕС России, с блеском осуществленные командой Анатолия Борисовича Чубайса. Основная идея этих реформ была вульгарно простенькой. За деньги продаем доли, акции компаний, владеющих электростанциями, а уж частные владельцы в раз делают их куда как более современными, более технологичными. Ни единого требования хотя бы по частичной локализации. Ввезите любое оборудование, лишь бы оно вам самим нравилось. Причем происходило это все с такой спешкой, что даже единые стандарты разрабатывать было просто некогда. Разумеется, такое поведение поощрялось внешними игроками. За все годы сотрудничества с европейскими партнерами ни одна наша энергетическая компания не построила в ЕС ни одной электростанции. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов осуществлялась на базе европейских и американских технологий. Если в 90-е годы наши специалисты ехали в Китай на строительство угольных электростанций, то сейчас мы любуемся на новейшие китайские угольные электростанции, которые на производство электроэнергии расходуют вдвое, а то и втрое меньше угля, чем наши российские, и чешем в затылке. Ух ты, а что, так можно было? Можно было, можно. Вкладываться в проведение научно-исследовательских работ, затем в проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, чтобы после этого уже можно было переходить к промышленному освоению новых и новейших технологий производства энергии. В результате западные технологические компании не только выставили заслон перед возможными российскими техническими решениями, но и уверенно работали на нашей с вами территориями. Результат истового выполнения лозунга «Наше сырье в обмен на чужие технологии» мы вынуждены наблюдать в настоящее время. Программу импортозамещения сменила программа технологического суверенитета. Сколько лет нам потребуется на добраться до финиша, пока загадывать не приходится. Все те компании в самых разных отраслях экономики, которые возникли в результате приватизации 90-х годов, возглавляются теми самыми эффективными частными собственниками. Все те, даже государственные компании, которые исповедовали принцип сырье в обмен на технологии, сейчас прилагают максимум усилий, чтобы импортозамещение не оказалось всего лишь сменой направления импорта. И только Росатом занят другими делами. Строит новые и новые атомные электростанции и исследовательские реакторы, замыкает ядерный топливный цикл, управляет Северным морским путем, расчищает территорию России от отходов первого и второго класса опасности, свою территорию и территорию стран Средней Азии от ядерного наследия, строит ветровые и малые гидроэлектростанции, в том числе и за пределами России, развивая все новые и новые направления бизнеса. Больше того, собственное конструкторские, инженерные и машиностроительные предприятия Росатома позволяют ему еще и поддерживать коллег по топливно-энергетическому комплексу, производя для них оборудование для нефти и газохимии, для производства СПГ, для мусоросжигающих заводов и далее по списку. В общем, почувствуйте разницу. Росатом, имея уникальную для нашей страны возможность работать вне поля пристального внимания нашего глубоко уважаемого правительства, в развитии технологий умудрился обойти всех конкурентов на планете. В итоге и санкции против него вводятся как-то вяло и осторожно, и обходиться без его технологических решений у Запада как-то так себе. Все остальные отрасли энергетики, именно энергетики как таковой, а не ее добывающий сектор, вынуждены заниматься борьбой, сражениями с многочисленными рестрикциями и с поиском новых рынков сбыта, одновременно решая еще и проблемы платежей, которые возникли из-за того, что многонеуважаемые Штаты и Евросоюз используют свою валюту в качестве экономического оружия. Фиксируем. Если в той или иной отрасли мы по уровню технологического развития и организационного подхода опережаем европейских и американских коллег, мы не видим рестрикций. Зато наблюдаем судорожные попытки хоть как-то подтянуться к безусловному технологическому лидеру. Такие попытки требуют серьезного финансирования, объединения усилий и, главное, времени, которое, как известно, ресурс невозобновляемый. Те отрасли энергетики, в которых мы позволяли себе действовать по принципу «наше сырье в обмен на необходимые нам технологии», сейчас вынуждены импортозамещать, технически суверенитетить, что в условиях отсутствия кредитного ресурса требует действительно героических усилий. Я сейчас без иронии. И действительно здорово, что наши ведущие нефтяные компании умеют находить общий язык и распределять усилия, разрабатывать те или иные нужные технологии, цифровые решения, производство оборудования. Каждый год Тюменский нефтегазовый форум, газовый форум в Питере, приносит новые результаты. При этом, как ни удивительно, нефтедобытчики и нефтепереработчики, газовых дел мастера справляются самостоятельно, без координационных усилий со стороны правительства и Министерства энергетики. Отрасль набирает силу, налаживает взаимодействие с сервисными компаниями, постепенно учится формировать отраслевые заказы для машиностроителей. Процесс идет, постепенно набирает темп.
Сугубо мое оценочное мнение. У газовиков, в отличие от нефтяников, такой сложности пока не наблюдается. «Газпром», «Новатэк», наращивающая газовые компетенции Роснефти, пока действуют разрозненно. Напомню, что патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа «Газпром МГ» был получен в 2014 году. Затем в 2019 году последовал патент на среднетоннажную технологию «Новатэка» «Арктический каскад». Тот же «Новатэк» в 2023 году получил просто гроздь патентов. Среднетоннажная технология, улучшенный арктический каскад под названием «Полярная звезда», и два крупнотоннажных «Арктический каскад модифицированный» и «Арктический микс». И в конце того же 2023 года в тройку вошла Роснефть со своей среднетоннажной технологией «Энергия Востока». Из всего перечисленного в железе реализована ровно одна технологическая линия арктического каскада, четвертая по счету на заводе Ямал-СПГ. При этом, если говорить о локализации производства оборудования для СПГ-индустрии, то глубже всего удалось продвинуться в среднетоннажном направлении. Прежде всего за счет достижений машиностроительного дивизиона все того же Росатома. На заводах атомной корпорации освоено производство витых теплообменников, криогенных насосов, стендеров. Есть ряд успехов и у других заводов вне контура Росатома. Тем не менее, сегодня мы наблюдаем, что Новатэк на своем новом проекте Арктик-СПГ-2 ввел в эксплуатацию уже две крупнотоннажных линии по технологии немецкой Линды. Причем для второй линии пришлось использовать весь серый потенциал. Компания от Доннефти в России и в Китае, доставка на судах неопределенной принадлежности и так далее. Конечно, в условиях усиливающихся рестрикций против нашей СПГ-индустрии надеяться на полный объем информации по этому поводу не приходится. Так, «Газпром» в конце лета этого года известил о том, что работа по реализации Балтийского СПГ в Ленинградской области продолжается. Здесь планировалось 3 крупнотоннажных линии по технологии той же Линды, против которой за невыполнение ею контрактных обязательств «Газпром» ведет несколько судебных исков. Потому нельзя исключать, что наш газовый гигант решился на переход на отечественные технологии, может быть, даже на свои собственные. Но утверждать, что это именно так, не приходится. Мое сугубо оценочное мнение. С учетом того, что наиболее продвинуто у нас освоение среднетоннажных технологий, я не вижу логического объяснения причин, по которым Новатэк и «Газпром» делают ставку именно на крупнотоннажное сжижение природного газа. На территории США, к примеру, уже реализованы 2 крупнотоннажных проекта, один из которых состоит из 20 среднетоннажных технологических линий. Да, на всякий случай, среднетоннажное сжижение этой линии до 1 миллиона тонн СПГ в год, крупнотоннажное более 1 миллиона тонн, обычно от 3 до 7. Выигрыши при таком вот монтаже множества средних линий достаточно очевидны. Выход крупного проекта на полную мощность происходит постепенно, позволяя также плавно наращивать объемы добычи газа на месторождениях. Производство среднетоннажного оборудования практически конвейерным методом – это снижение сроков, снижение себестоимости, создание пула машиностроительных предприятий, которые получают возможность наращивать опыт работы с криогенным оборудованием, чтобы без спешки перейти к крупнотоннажным технологиям. Если название технологии Роснефти «Энергия Востока» выбрано с намеком на крупнейший на планете новый добычной нефтяной проект «Восток Ойл», то среднетоннажные технологии дают еще ряд преимуществ. Дело в том, что газовые месторождения на лицензионных площадках «Восток Ойла» к уникальным, то есть превышающим 1 триллион кубометров, не относятся. Следовательно, для обеспечения сырьем одного крупнотоннажного завода будет необходимо строить достаточно протяженные газопроводы, что в условиях полуострова Таймыр дешевым удовольствием точно не будет. А россыпь среднетоннажных производств снимет эту арктическую проблему, одновременно обеспечив выигрыш по времени. Будем надеяться, что, несмотря на совершенно оправданную завесу умолчаний и недомолвок, мы сможем в ближайшее время услышать новости по поводу того, как именно Россия намерена входить в число лидеров СПГ-индустрии. Тогда, возможно, под громкими заявлениями многочисленных наших чиновников о 100, 130 и даже 200 миллионов тонн производства СПГ в год к такому-то сроку появится хоть какой-то фундамент. Откровенный громадный провал по строительству танкеров-газовозов сейчас пытаются исправить. Хотя метод выбран настолько удивительный, что у меня остатки волос на голове дыбом встают. Президентом России на сентябрьском Восточном экономическом форуме этого года было дано поручение правительству о необходимости либо строительства 2 новых верфей, одна на Западе, вторая на Дальнем Востоке, либо радикального расширения имеющихся судостроительных предприятий. В ответ
Наше уважаемое и глубокомудрое правительство активизировало переговоры с Индией о том, чтобы судостроители этой страны на их верфях решили наши проблемы. Это, напомню, на фоне того, что корпуса плавучих атомных электростанций Росатом уже заказывает в Китае, плавучий док для ремонта атомных ледоколов в Турции. Это даже не продавать углеводородное сырье за рубеж, чтобы за тем же рубежом купить технологии. Даже в нулевые годы наши предприниматели прикупленные технологии использовали в России. Это уже было дном, но предложение вкладывать деньги для подъема индустрии, конструкторской и инженерной школы в других странах, это нам снизу постучали. Опять, само собой, сугубо оценочное личное мнение. Кто я такой, чтобы сомневаться в государственном мышлении наших новоявленных правительственных покорителей Индии, правда ведь? Впрочем, о судостроении вообще и о причинах, из-за которых оно у нас упало на землю и там валяется, нужно делать отдельные передачи и, конечно, искать профессионалов, которые согласятся заглянуть в гости в нашу студию. Абстрагируемся на несколько минут от всего сказанного, сделав смело дерзкое предположение, что все у нас получилось. Научились мы и газ сжижать, и суда ледового класса стали выпекать, как горячие пирожки. Внимание, вопрос. А куда поставлять-то будем? В Европу отбрасываем сразу. Тут и политика поперек голов, да и газовый рынок в этой части света с каждым годом будет все больше скукоживаться. Вывод очевиден, нужны новые рынки сбыта, но при этом Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали, что будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы не дать нам реализовать наши СПГ-проекты. Санкции против самих проектов, санкции против конкретных танкеров-газовозов, против компаний-операторов перевалочных баз «Новатэка» рядом с Мурманском и на Камчатке и так далее. Нет сомнений в том, что США будут угрожать вторичными санкциями против всех потенциальных покупателей российского СПГ, против страховых компаний и против банков, которые возьмутся обслуживать такие поставки. Безвыходных ситуаций не бывает. Вот только выход бесплатным точно не будет. Наши новые потенциальные покупатели СПГ будут требовать скидок и прочие блага. И спорить против такого подхода особо не получится. Покупатели действительно окажутся в зоне риска совершенно реального. Занимательно, но это еще один аргумент в пользу того, чтобы наши газовых дел мастера переходили на методы, используемые Росатомом, то есть делали комплексные предложения. Не просто СПГ как жидкий топливный ресурс, но и все то, что можно и нужно добавить. Для того, чтобы принять СПГ, нужны регистрационные терминалы. Значит, наши поставщики СПГ должны иметь возможность построить их по собственным, независящим от Европы и Штатов технологиям. Для хранения СПГ его покупателям потребуются криогенные емкости. Значит, в ассортименте российских газовых компаний должны быть и технологии для их строительства. Газ в его обычном агрегатном состоянии должен обеспечивать работу электростанций? Отлично. Мы готовы построить газопроводы и сами электростанции, и тоже по своим суверенным технологиям. Электростанция для чего? Обеспечить электроэнергией потребителей. Прекрасно. Вот наша система вывода мощности, вот наши сетевые решения, вот наши подстанции, системы технического присоединения и технологии диспетчерского обслуживания. И такой вот сквозной характер предложения решает сразу несколько проблем. Первое очевидно. SWIFT намерен блокировать оплату поставок СПГ? Так СПГ был бесплатным. Это вот эти 100 метров медной проволоки стоили $100 миллионов. Повезло, сумели вот так договориться. Вторая задача, которую мы хотим того или нет, но решать все равно придется. Куда как более низкая по сравнению с европейской платежеспособность потенциальных потребителей нашего СПГ. Ну, не весело с денежкой у Пакистана, Вьетнама, Бангладеш, да и у той же Индии. Это просто факт, нравится он нам или нет. Поставлять таким потребителям только СПГ со скидками заработать, конечно, можно, но это совсем немного. А вот с комплекса предоставляемых технологий маржа будет куда как серьезнее. Как более высокой будет загрузка всех наших предприятий, задействованных в таких вот производственных цепочках. Ну и третий круг задач. Расширение сферы технологического влияния России. Расширение мирное, дающее нашим потенциальным партнерам возможность реального, а не мифического развития. Нет, оно само собой. Всем нам хочется всего и сразу. Но после того, как Европа вытолкала нас прочь, чтобы без посторонних зрителей совершить ритуал сипокку во славу Вашингтона, у нас выбора нет. Играть придется в долгую. И снова мое личное оценочное мнение. У нас должны быть в самое ближайшее время инициированы национальные проекты с условными названиями «Гражданское судостроение» и «СПГ-индустрия». Роботизация с искусственным интеллектом – дело нужное и важное.
Но систему приоритетов ведь никто еще не отменял, если я ничего не путаю. Разумеется, все сказанное в равной мере относится и к трубопроводным поставкам российского природного газа на экспорт. В комплекте к газу как энергетическому ресурсу должна появиться возможность предлагать и строительство электростанций по нашим технологиям. Кажется невероятным, поскольку на сейчас наш основной покупатель Китай. Вы будете удивлены, но в настоящее время на строящихся в Китае газовых электростанциях ставятся турбины от General Electric. Так что и тут форточка возможностей имеется даже вот в таком случае, если мы говорим о Китае. А при поставках газа в Узбекистан и в Киргизию это уже больше похоже на окно. Собственная газовая турбина большой мощности на 110 мегаватт и на 170 мегаватт, освоенная Объединенной двигателестроительной компанией и силовыми машинами, нам в помощь. Усилия на всех международных переговорах в поддержку. Будет достаточно вот такого подхода? На мой взгляд, нет. Во-первых, практически точно такие же размышления касаются угля. Можно сказать 100 миллионов слов про глобальное потепление, необходимость декарбонизации, про топливо 19 века, но калькулятору на это наплевать. Уголь энергетических марок выгоден для производства электроэнергии вообще, а уж для развивающихся стран тем более. Пока наши угольные компании предлагают свой товар на основании биржевых котировок, кризис в отрасли, даже если удастся преодолеть уже начавшийся, будет висеть над головой дамокловым мечом. И соображения об антироссийских рестрикциях тоже на месте. Мало нам проблем с РЖД, тарифы за провоз, по которой растут в 2 раза быстрее уровня инфляции. Мало нам Минфина с его расчетами налога на добычу полезных ископаемых на основе котировок эталонного австралийского каменного угля. Так ведь и биржевые колебания никуда не денутся. Не денутся, пока мы предлагаем только уголь, безо всяких признаков хоть чего-то комплексного. Китай уже научился строить угольные электростанции, которые дают нагрузку на внешнюю среду, не превышающую нагрузки от электростанций газовых такой же мощности. 95% строящихся в этой стране новых угольных электростанций работают с ультра-сверхкритическими параметрами пара, с новейшими системами фильтрации и водооборота, в комплекте с технологиями переработки всех золошлаковых отходов. Напомню, что по технологиям добычи угля и его использования в теплоэнергетике до наступления эры большого газа Советский Союз опережал всю планету приблизительно так же, как сейчас Россия лидирует в атомной энергетике. Если мы действительно хотим сохранить и развивать нашу угольную отрасль, необходимо решать не только самые острые логистические проблемы, но и найти механизм частно-государственного партнерства, который позволит выйти на китайский уровень развития технологий угольной энергетики. Только в этом случае наши угольные компании смогут предлагать потенциальным потребителям не только миллионы тонн угля, но и строительство генерирующих мощностей, отвечающих современным требованиям по охране окружающей среды. И да, я стараюсь не путать слова. Требованиям по охране окружающей среды, а не ESG параметрам и не экологическим пожеланиям. Разница, надеюсь, очевидна. Надо бы, конечно, сказать несколько слов еще и про глубокую переработку угля, про углехимию. Но слов и без меня сказано много. Дела вот только нет, так что оставим на следующий раз. А пока просто фиксируем очевидный вывод. Если мы хотим стабильно и прибыльно работать на новых рынках, мы обязаны ни в коем случае не останавливаться на традиционном для нас бизнесе «добыл ресурсы, продал ресурсы». Нам необходимо максимально полное в сложившихся обстоятельствах освоение всей палитры СПГ бизнеса. Нам необходимо наращивание объемов всех вариантов переработки метана, метанола, аммиака, карбамида. Разумеется, еще одним национальным проектом должно стать гражданское крупнотоннажное судостроение с глубокой специализацией на судах усиленных ледовых классов. Но это не все. Еще важнее освоить собственные технологии строительства современных газовых и угольных электростанций, технологии переработки золошлаковых отходов, расширение возможностей производства электротехнического оборудования. Вот только при этом мы обязаны отказаться от всех мантр либеральной экономики об эффективных частных собственниках и о конкуренции как двигателе прогресса. Вернуться всегда успеем. Газовые энергетические и угольные энергетические предложения должны быть именно комплексными, должны исходить от объединенных консорциумов или от холдингов. Только это даст возможность выигрыша по ценовым предложениям. В любом другом случае мы будем проигрывать конкурентам из других стран. Если каждое звено в производственной цепочке будет пытаться довести до максимума собственную прибыль, добытчики угля и газа свою, производители СПГ свою, судостроители свою, энергомашиностроители свою и далее по списку, конечная цена для потенциальных заказчиков окажется ошеломляющей.
Сначала государственное регулирование, координационные усилия, и только потом, когда вот такое сотрудничество будет выстроено, можно будет планировать ту или иную степень государствления. Может быть. Потом. Простенький принцип. Сначала кости, и только потом мясо. Сначала создать вот такие направления, вот такой новый подход к экспорту, принудительно, сверху вниз распределять прибыль, а уже потом снижать государственный контроль. Будет этого достаточно? Давайте не торопиться. Предложение угля, трубопроводного газа и СПГ конкурентное. Это не нечто исключительное. Это много кто и без нас умеет. Регистрационные терминалы современной электростанции и электросети тоже не эксклюзив ни разу. И тут тоже конкурентов полным-полно. Значит, к этим предложениям нужно, необходимо добавить еще что-то, чтобы полученный комплекс получил право считаться действительно эксклюзивным. И вот теперь только я предлагаю вернуться к тому, что было затронуто в наших беседах с Андреем Александровичем Коноплянником, только чуть более подробно и, надеюсь, чуточку более наглядно. Андрей Александрович предложил задуматься о том, как могут быть выстроены наши взаимоотношения внутри объединения БРИКС, и обратил внимание на одну крайне интересную закономерность. Вот так выглядит карта плотности населения Бразилии. А это карта плотности населения Индии. А вот это Южноафриканская республика. Китай не трогаю умышленно. Он, как известно, сам сусам. Можно и все остальные страны БРИКС рассмотреть с той же точки зрения, но лучше будет, если вы проверите это самостоятельно. Закономерность одна и та же. Максимальная плотность населения на побережье, которая убывает по мере продвижения вглубь континентальной территории. Чем больше населения, тем выше спрос на электроэнергию. Простите за режим капитана очевидность. Чем выше плотность населения, тем меньше свободной территории для строительства крупных электростанций. Еще раз простите, что не вхожу из этого режима. Но это совершенно не секретная информация. Мне кажется, наглядно показывает, по каким причинам интерес к плавучим атомным электростанциям в исполнении Росатома далеко не пропагандистское изобретение. Спрос есть. Места для строительства наземных объектов генерации нет. Это правило, а не исключение. Оборудовать защищенную от волн гавань и довести до берега линии электропередачи для обеспечения присоединения – это еще и кратно меньше объем инвестиций, необходимый для ликвидации или профилактики энергодефицита в регионах, которые имеют к этому очевидную склонность. Вот только тут же всплывает еще одно очевидное соображение. Плавучая атомная электростанция в исполнении Росатома на сегодня – это пара, два реактора, ритм-200 с электрической мощностью 55 мегаватт каждый, итого 110 мегаватт. В том случае, если тропическое исполнение плавучей АЭС предусматривает опреснительную установку для полезной утилизации тепла, появляется возможность использовать еще одну удивительную характеристику ритм-200. Этот реактор позволяет глубокие маневры мощности. Он работает в штатном режиме даже на 30%. Больше электроэнергии, меньше пресной воды, меньше электроэнергии, больше пресной воды. Вероятно, иногда это может быть полезно. Но в том случае, если ритмы 200 работают на полной электрической мощности, предложение Росатома по генерации кратно 110 мегаваттам. В ближайшее время отдельное конструкторское бюро машиностроения имени Игоря Африкантова завершит разработку проекта реактора ритм-400. Тогда все то же самое, но электрическая и тепловая мощность в 2 раза выше. То есть предложения по генерации электроэнергии будут кратны 220 мегаваттам. Это первое неудобство. Второе тоже вполне очевидно. Плавучая атомная электростанция, как и наземная, является ядерно и радиационно опасным объектом. А это не только соответствующие меры безопасности технологии, но еще и необходимость физической охраны вот такого объекта. Потому простой вопрос. А что, наши газовых дел мастера подобного рода услугу потенциальным заказчикам разработать и предложить принципиально не в силах? Объединенная двигателестроительная корпорация – это ведь не только газовая турбина большой мощности, 110 мегаватт, но и целый ассортимент турбин куда как меньшей мощности, что позволяет сформировать плавучую газовую электростанцию, что называется, под индивидуальный заказ. Турецкая компания Car Powership, первая придумавшая вот такой бизнес, на сегодняшний день имеет и управляет плавучими газовыми электростанциями общей установленной мощностью уже более 4 гигаватт. Баржа, энергоустановка и криогенная емкость для хранения СПГ – вот и вся принципиальная схема. При этом Car Powership никакой СПГ не производит. Она скупает его на рынке для транспортировки и заправки своих плавучих электростанций, имея ровно один танкер-газовоз с комплектом криогенных насосов.
Собственно говоря, турецких плавучих газовиков стоимость СПГ и его транспортировки не особо и беспокоит, поскольку средний тариф, который она предлагает своим заказчикам, 42 американских цента за киловатт-час. Дорого? Тогда занимайтесь капитальным строительством, инвестируйте в наземную электростанцию и далее по привычной схеме. В ассортименте Car Powership газовые энергоблоки от 25 мегаватт до 400 мегаватт, что позволяет гибко реагировать на любые запросы клиентов. С учетом ситуации в нашем отечественном судостроении, тут и еще одно послабление и облегчение. Для таких электростанций требуется не судостроение, а баржестроение. Так что точно есть шансы на то, что мы управимся. То, что при наличии собственного СПГ наш газово-энергетический холдинг или консорциум окажется достойным конкурентом турецким первопроходцам, сомнений не вызывает. Как и то, что совокупная прибыль от такого комплексного предложения будет выше, чем от чистой продажи миллионов тонн только СПГ. Преимущество плавучих газовых электростанций перед плавучими атомными электростанциями очевидно. Большая вариативность по мощности под нужды заказчиков, отсутствие всех проблем, связанных с ядерно-радиационно опасным объектом, значительно меньшая стоимость на этапе строительства, поскольку не требуются защитные оболочки для реакторов. Если наше газовое комплексное предложение расширить за счет плавучих электростанций, комплекс станет ширше и глубже. Или, если серьезно, то вот такого комплексного подхода пока точно никто не предлагал. Условно. Подписывая с нами контракт на поставку СПГ, вы имеете возможность получить дополнительно регистрационные терминалы, наземные и морские электростанции, электротехнические и сетевые решения. Ну и чтобы закончить эту тему, на вопрос, возможно или нет плавучие угольные электростанции, у меня ответ нет. По меньшей мере, ничего об этом не слышал. Но, с другой стороны, это ведь не повод заявлять, что такое невозможно в принципе. А вот теперь о том, чего в мировой газовой индустрии еще точно не было, о том, что впервые предложено Андреем Александровичем Конопрянниковым. Предлагаю снова взглянуть на карты демографической плотности стран БРИКС и задуматься о территориях вдали от морских побережий. Население в этих регионах куда как меньше, пусть это даже не знаменитая нашинская российская проблема 20 на 80, 80 на 20, то есть 80% населения на 20% территории и 20% населения на 80% территории до Урала и после Урала, но ближе туда. Незаселенные территории, территории плохо освоенные, логистически плохо связанные с развитыми территориями. Доставляет ли кому-то из руководителей стран вот такая пятнистая карта демографической плотности удовольствие? То есть скученность территории в переполненных мегаполисах при пустующих площадях в нескольких сотнях километрах от них. Карту Китая я приводить не стал, поскольку уверен, что все осведомлены о плотнейшей застройке тропических территориях, которые в разы более развиты, чем Преамурье и внутренняя Монголия. Если не сражаться с такой вот ситуацией, то трудно говорить о перспективах развития страны. Можно пытаться оправдать происходящее всевозможными историческими причинами, но это тот случай, когда важнее ответ на вопрос не о том, кто виноват, а о том, что делать. Напомню, что незаселенность, неосвоенность территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, Якутии, Камчатки, Магаданской области, Чукотки – проблема, с которой пыталась справиться еще Российская империя. От нее вахту перенял Советский Союз, но и в современной России работа остается выше головы. Было две масштабных попытки решить эту нелегкую задачу – строительство Транссиба и БАМа. Но даже этого оказалось недостаточно. Но вот не растут населенные пункты и города вдоль этих трасс. И ввод в 2012 году в эксплуатацию Амуро-Якутской магистрали это только подтвердил. Как говорил известный мультяшный герой, маловато будет. Маловато, поскольку кроме главных центральных магистралей требуется еще и внутренняя дорожная сеть. Она не может возникнуть сама по себе. Геологическая изученность территории Якутии, к примеру, не превышает 15%. Зато удаленных населенных пунктов, связанных с большой землей только реками в теплое время года, да зимниками в полярную ночь, не менее 200. Что, ничего общего с тропической Бразилией? По климату точно нет. Но у нас вот не хватает коммуникаций в тундре и в тайге, а у них в лесной сельве. Наши территории осваивать без надежного обеспечения и электроэнергии, и теплоэнергии невозможно. Их территории требуют только электроэнергии, но в больших объемах, поскольку охлаждать помещения – это не нагревать их за счет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Где-то в этот момент должны включиться голоса. Да зачем в тропиках газовая генерация, когда у них там солнца полно, круглый год? Конечно, полно, если забыть про сезон дождей, про стоимость всевозможных химических накопителей энергии. Это завсегда.
Но несколько месяцев в году обходиться без электроэнергии, гадая на каком-нибудь тропическом цветке, смоют ливни солнечные панели или пощадят? Нерационально, от слова совсем. Энергообеспечение требуется на современном уровне, надежное, гарантированное, не зависящее от погодных условий и не обходящееся по цене чугунного моста. Строить автомобильные или железные дороги к каждому удаленному поселку с сотней другой жителей нерационально. Наш северный завоз – это 1,5 миллиардов рублей из государственного бюджета ежегодно, которые в самом буквальном смысле слова уходят в песок. Классика жанра – доставка угля или дизельного топлива в удаленные поселки Якутии, которая занимает до 2 лет. Северным морским путем до Тикси, но вверх по течению Лены зимой никак. Толщина льда под 2 метра, а глубина русла в среднем 3 метра. Атомный ледокол не втискивается. Доставили до Тикси, ждем ледохода, поднимаем по линии по ее притокам. Вот только далеко не все поселки расположены по их берегам. Постоянных дорог нет. Значит, складируем, ждем устойчивого снежного покрова и морозов, прокладываем зимник, в полярную ночь, в буран-пургу при минус 50 доставляем до конечной точки. Летом сидим и наблюдаем, как тают зимники, которые в следующий сезон предстоит восстанавливать. Сейчас наш Миндаль, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, усиленно занимается модернизацией логистики северного завоза за счет цифровизации, привлекает к этой работе Росатом как оператора Северного морского пути. Это, конечно, хорошо, но не отменяет принципа. 2 года на доставку, невероятная конечная стоимость не только энергетических ресурсов, но и всего, что необходимо для нормальной жизни, продовольствия, медикаментов, строительных материалов. Экономическая активность в таких поселках минимальная, поскольку даже традиционную продукцию, пушнину, рыбу, народные ремесленные изделия из оттуда на большую землю как доставлять? Вместо освоения территории получаем отток населения, и каких-то прорывов не видим уже несколько десятков лет. Так что грузовые дирижабли, как ответ на все эти вызовы, предложенные Андреем Александровичем Конопляником, логично, разумно, пусть и звучит совершенно неожиданно. Время пришло, так скажем. Эпоха дирижаблей в прошлом веке закончилась из-за катастрофы Гинденбурга, подъемную силу которому обеспечивал водород, который, собственно, и стал причиной пожара. Самая разумная альтернатива – благородный газ гелий, который для химиков именно благородный, поскольку не желает вступать ни в какие реакции с прочими химическими элементами, в том числе и с кислородом. До реализации проекта магистрального газопровода «Сила Сибири», то есть до вскрытия месторождений, являющихся его ресурсными источниками, о восстановлении эпохи дирижаблей думать не приходилось. Не импортировать же гелий из Штатов или из Катара. Теперь гелий в необходимом объеме имеется, причем не только в месторождениях, разработкой которых занимается «Газпром», но и в тех, с которыми работает ИНК, Иркутская независимая компания. Есть еще ряд месторождений на территории Якутии, которые находятся на лицензионных участках компании «Алросгаз» и Якутской топливно-энергетической компании. Ставим галочку. Проблема наличия гелия теперь имеет даже не одно, а несколько решений. Дирижабли, о конструкции которых мы планируем поговорить подробно с их разработчиками, уже не требуют экипажа. Время спутниковой связи настало, знаете ли. Следующий момент – возможность использования композитных материалов для оболочки. Снова здравствуй, Росатом, поскольку производство этих материалов стало одним из новых направлений бизнеса атомной корпорации. Напомню основные параметры самого крупного из имеющихся проектов дирижабля. Он обеспечивает доставку 60-тонного контейнера на расстояние до 1000 км со средней крейсерской скоростью 150 км в час. Это превышает в несколько раз показатели самых крупных вертолетов. О малой авиации говорить не приходится. Что касается СПГ, то в этом случае проблем с технологической независимостью не предвидится, поскольку речь идет о малотоннажном сжижении, которое промышленностью России освоено целиком и полностью. Третья составляющая – современная электростанция с мощностями, подходящими под требования малых удаленных поселков. Но и здесь решения имеются. Уверен, что в самое ближайшее время обсудим их с их разработчиками. Газовые турбины мощностью 100 кВт, которые можно комплектовать до 10 штук в одном блоке, то есть до 1 мегаватта мощности. Отличительная особенность – возможность их производства на 3D принтерах. И еще один фактор, который делает предлагаемый проект малотоннажной СПГ дирижабль большой грузоподъемности блочной электростанции выгодным. Если газета «Ведомости» не ошиблась, она это не часто делает, в начале октября этого года правительство согласовало
программы по замене почти 300 старых дизельных электростанций на удаленных территориях Дальнего Востока стоимостью 75,8 миллиарда рублей. Это следует из утвержденной вице-премьером Александром Новаком дорожной карты модернизации локальной генерации в Дальневосточном федеральном округе, рассчитанной до 2030 года. В документе говорится, что Росгидро отобрало 270 объектов неэффективной дизельной генерации в удаленных и изолированных районах общей мощностью 477 мегаватт. На первом этапе программы планируется модернизировать 80 дизельных электростанций в Республике Якутия и в Камчатском крае со сроками ввода в 2024-2026 годах. В программу вошли 73 населенных пункта в Якутии и 7 на Камчатке, уточняет представитель компании Росгидро. Объем затрат на первый этап оценивается в 21,3 миллиарда рублей. В Якутии и на Камчатке за эти средства планируется построить 100 мегаватт дизельных электростанций, 33 мегаватта генерации на основе возобновляемых источников и 15 мегаватт систем накопления энергии. Окупаться проекты по замене старой генерации должны по энергосервисным контрактам. Инвестор строит электростанцию, а после запуска объекта в течение 15 лет возвращает вложения за счет сохранения в тарифе экономии расходов на топливо. Для второго этапа программы отбора требующей модернизации генерации должны быть проведены до конца 2025 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2028-2029 годы. Росгидро предстоит модернизировать еще 190 объектов. Требующиеся для этого инвестиции оцениваются в 54,3 миллиарда рублей. Если кратко, государственная программа, для реализации которой наше уважаемое правительство намерено аккумулировать 75 миллиардов рублей. Для чего, простите? Для модернизации 270 дизельных электростанций, которым добавят солнечные панели и химические накопители. Это никоим образом не снимает проблему все того же северного завоза, господа разработчики очередной дорожной карты. Потому реальность выглядит сурово. Вложить 75 миллиардов рублей, чтобы не забывать ежегодно вкладывать еще по столько же для строительства тех самых регулярно тающих зимников. Конечно, наш маленький коллектив еще не разрабатывал подробного технико-экономического обоснования, поскольку у нас и заказчиков для этого нет. Но даже грубые прикидки показывают, что вот такой суммы будет достаточно для того, чтобы организовать производство и дирижаблей, и газовых блочных электростанций. Но при этом стоит помнить о том, что грузовые дирижабли решают далеко не только энергетические проблемы. Они, простите за пафос, будут означать приход 21 века на наш Дальний Восток и в Арктику, поскольку решают логистические проблемы для множества отраслей. Доставка продовольствия, медикаментов, строительных материалов, вывоз продукции местного производства, обеспечение работы геологических партий и так далее. Можем обсудить подробно, список получится далеко не самый короткий. Почему речь должна идти прежде всего о Якутии как о центре обслуживания вот такого проекта? Это не только наличие, так скажем, гелевых месторождений, но еще и география страны. В пригороде Якутска, в Жатае, уже работает малотоннажный СПГ-завод, причем работает не на полную мощность, поскольку сеть потребителей еще не сформирована. Круг с центром в Жатае с радиусом в 1000 километров – это не только территория Якутии, но и часть Иркутской, Амурской и Магаданской областей. То есть это уже федеральный, а не местный проект, просто из-за географии и логистики. Газовые месторождения в окрестностях Вилюя, строительство мини-СПГ-завода позволяют организовать и второй центр обслуживания. 1000-километровый круг, вокруг которого позволит уже полностью закрыть площадь крохотной Якутии. Напомню, что она у нас занимает 3 миллиона квадратных километров. И немалую часть Чукотки. Если же вспомнить о том, что «Газпром» на Амурском ГПЗ, газоперерабатывающем заводе, уже занимается производством гелия, который потом перевозится автотранспортом к портам Владивостока, то очевидно, что возможен и третий пункт обслуживания большегрузных дирижаблей. В этом случае в зону обслуживания попадают территории не только Приморского и Хабаровского краев, но еще и Курильских островов. Разумеется, сегодняшняя передача всего лишь пунктир, так что к этой теме наша команда будет неоднократно возвращаться. И я очень надеюсь, что мы сможем рассказывать вам, уважаемые зрители и слушатели, еще и о том, как будет идти наше общение с министерствами, ведомствами и, конечно, с руководством федеральных органов исполнительной власти. Первая стратегическая сессия в Якутске у нас в активе уже имеется, но подробнее об этом в следующих передачах.